Собаки не только наши лучшие друзья, они еще и верно несут службу. Мы рассказывали, как пушистые спасатели помогают в поисках после стихийных бедствий. Однако пса в перуанских горах никто не обучал отыскивать людей. Он сам решил помогать потерявшимся. Это удивительная история о дружбе между собаками и людьми, а также о том, как преданность может проявляться в самых неожиданных ситуациях, вдохновляет и поддерживает нас. Однажды британец, отправившись в путешествие со своей группой единомышленников, выбрал популярный маршрут Санта-Крус в перуанских Андах. Этот трудный путь пролегает на высоте 4500 метров, где горы утопают в облаках и тумане, создавая атмосферу загадки и красоты. Однако высокие горы имеют свои опасности, особенно при изменении погодных условий. В какой-то момент мужчина отстал от группы, заблудился и остался один среди безмолвия гор, окруженный тишиной и таинственным туманом. К счастью, помощь пришла оттуда, откуда молодой человек не ждал. Из тумана, в котором утопали горы, ему навстречу неожиданно вышла собака, бродячий пес, чья судьба и спасительная миссия пересеклись с судьбой британца. Англичанин был удивлен совершенным неожиданным появлением и остановился, чтобы оценить ситуацию. Он чувствовал, как в сердце врастают тревога и надежда. Собака, как будто чувствовала важность момента, оказалась уверенной и дружелюбной. Британец, немного смущенный, начал разговаривать с собакой. Он рассказал ей о своей ситуации, о том, что ему необходимо добраться до перевала Пунта-Унион. Поразительно, но пес, словно понимая человеческую речь, внимая глазам своего нового друга, танцевал вокруг него, подтолкнув его следовать за собой. Мужчина, вздохнув с облегчением, последовал за собакой в туман. В недолгом пути они встречали крутые скалы и резкие повороты, но собака продолжала вести его уверенно и настойчиво. Британец вспоминает, как удивительно было видеть, как этот бродячий пес, который, казалось, полностью полагался на свои инстинкты, знал нужный путь назад. После того, как они прошли через опасные участки, они вышли к указателю, который обозначал правильный маршрут. Это было невероятно. Бродячая собака, ни разу не обученная в поисках людей или помощи, становилась проводником и другом для паренька в трудное время. Пес повел его дальше, показывая правильный курс, пока горы не вскрылись перед ними, сохраняя в себе безмерно сильную красоту и могущество природы. Тандем продолжил свой путь через пронзительный холод и противоречивые ветры, но благодаря уверенности пса и его инстинкту они смогли достигнуть перевала. На перевале их ждала группа, о которой молодой человек переживал. Они встретились, и этот момент стал не только праздником для всех, но и настоящим триумфом доверия и дружбы. Британец рассказал, что после своей спасательной операции пес, словно зная, что его работа не закончена, решил не бросать людей и сопровождал их на протяжении всего похода. Это событие, полное смелости и любви, навсегда запечатлелось в их сердцах. Когда группа вернулась в лагерь после длинного дня, уже около костра их ждал еще один бродячий пес, который тоже был готов поддержать туристов. Несмотря на прежние невзгоды, эти волшебные мгновения общения с собаками вдохновили команду на новые приключения. Всего вместе с четвероногими помощниками туристы преодолели впечатляющие 22 километра, что еще раз показало, насколько важна дружба и поддержка. После своих приключений англичанин разговорился с местными, и его поразила информация, которую они ему рассказали. По их словам, бродячие собаки часто сопровождают людей по горным маршрутам, и делают они это как настоящие профессионалы. Эти собаки, несмотря на то, что остаются бездомными, стали не просто искателями пищи, а настоящими проводниками, способствующими безопасности и уверенности людей во время сложных путешествий. Это открытие изменило представление о бродячих собаках. Они не только приспособились к условиям жизни в горах, но и служили людям, находящим их на своем пути. Каждый из них имел собственную историю, наполненную испытаниями и переживаниями. И вместе они искали свою роль в мире,
оставаясь верными своим инстинктам и защитной натуре. С каждым годом все больше людей начали обращать внимание на этих собак, и многие стремились к тому, чтобы обеспечить их поддержкой и помощью. Локальный приют начал заниматься поборами средств для улучшения условий жизни собак, предоставляя им еду, укрытие и медицинскую помощь. Более того, они начали продвигать идеи о том, как важно заботиться о бродячих животных и делать так, чтобы у них была возможность доверять людям. Эта история, казалось, не иссякала, поскольку все больше людей вдохновлялись примерами животных, способных больше, чем просто жить на улице. Они показывали, что имеют потенциал стать верными друзьями и защитниками человечества, и что важно создать пространство, где это будет возможно. К тому времени, когда прошел год со встречи британца с псом на перевале, многие жители начали помнить эту историю о смелых четвероногих спасателях, которые использовали свои инстинкты и смелость, чтобы помочь людям в беде. Истории их поджатых жизней стали исследоваться, показывая, как могут бродячие собаки стать природными помощниками, помогающими обеспечивать безопасность на сложных маршрутах. По мере распространения этой истории, многие путешественники стали общаться с местными жителями, чтобы понять, как лучше взаимодействовать с собакозащитниками на горах. Создавая профиль на разных платформах, они начали делиться своими переживаниями и советовать, как максимально безопасно двигаться в горах в окружении бродячих животных. Эта взаимосвязь между людьми и собаками позволила вызвать новую волну благожелательности, где каждая встреча стала возможностью для общения и понимания между видами. Со временем собаки получили имена, и для многих путешественников они стали не просто животными, но по-настоящему близкими спутниками, готовыми прийти на помощь в любую минуту. Англичанин, удивленный тем, насколько жизнь может измениться на мелочи, продолжал возвращаться в тот район гор, чтобы делиться своими впечатлениями и поддерживать инициативы по защите собак. Его успехи вдохновили других продолжить путь, наполняя горы светом безопасности и надежды. Эта история о заблудившемся англичанине и его неожиданных спасителях стала живым примером того, что мир животных может быть более сложным, чем кажется с первого взгляда. С окончанием каждого сезона, когда холода начинали подкрадываться, а журавли, ласточки и аисты готовились к миграции, весь город собирался, чтобы проводить собачьих проводников в их свете надежды. И хотя с течением времени люди научились принять опыт и силу преданности собак в каждодневной жизни, в жизнях туристов также происходили изменения. Как помнили жертвы, которые пережили самое страшное, так и собаки оставались представителями надежды, чья преданность могла изменить судьбы многих. Каждый путь вперед стал не только маршрутом, но и новым началом для неподвластных холодам и недугам зверей. Каждая собака имела свою историю, и каждая история становилась частицей нечто большего, общепринятого чувства благожелательности, которое меняло душевные наваждения. По мере продвижения инициатива по защите бродячих собак добилась успеха, поддерживая важные аспекты благоприятного сопровождения. Так и возникали новые истории, которые подтверждали, что даже в самой тяжелой обстановке все же можно найти и помогать тем, кто нуждается. И хотя медленно, с каждым новым шагом люди принимали в своей жизни этих добрых четвероногих спутников, они становились частью большого путешествия, целью которого были единство и дружба. Эта история о смелых братьях наших меньших продолжает воспевать те моменты, которые могут оставить заметный след в душе. Стремление к поддержке, к надежности и к взаимопониманию – это то, что делают каждый день с каждым шагом. Итак, это не просто история о бродячих собаках. Это о человечности, о вере в возможность изменений, о том, как даже один случай, одно движение животного может оставить след, который меняет жизни. Надежда, как река, протекает в сердцах людей, которые поддерживают и верят в то, что каждый шаг к единству ничего не определяет, и что преданность способен создавать основы для отношений, основанных на любви и уважении. Дорогие зрители,
Что вы думаете об этой истории о бродячих собаках и их настоящей преданности? Как вы можете повлиять на жизнь животных? Напишите в комментариях. И если вам понравилось это видео и его содержание, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До встречи! Эта история о собаках-спасателях — это шанс для всех нас задуматься о том, как мы можем изменить свою жизнь и окружающий мир. Давайте будем заботиться о природе и своих четвероногих друзьях, чтобы они знали, рядом всегда есть те, кто готов поддержать.